А, Григорий Григорьевич, цимлянские вина – это вина с богатой историей, насчитывающие несколько веков. Вот расскажите, пожалуйста, вкратце для наших зрителей о славной истории ваших вин. Славная история компании «Цимлянские вина» действительно уходит вглубь веков и датируется, ориентировочно берется документально подтвержденная дата 1765 год, когда донские казаки, независимо от шампанистов, или точнее от первооткрывателей шампанского в провинции Шампань во Франции, открыли свой собственный способ шампанизации. Соответственно, это был, конечно же, кустарный способ изготовления, достаточно примитивный, но с течением времени весь процесс совершенствовался. Поэтому и неудивительно, что уже к началу 19 столетия это игристое вино, производимое донскими казаками, стало очень популярно у знати всей России, поставлялось ко дворцу императорского величества, и было достаточно дорогостоящим и элитным, как сейчас принято говорить. Поэтому, если отследить эти шаги исторические, то это действительно, на том самом историческом месте сейчас существует компания «Цимлянские вина» с ее виноградниками, с ее перерабатывающим и производственными комплексами. Поэтому исторически, естественно, это усовершенствованная модель производства, но, тем не менее, донские виноделы сохранили тот самый, до последнего времени, тот самый уникальный способ шампанизации. И на сегодняшний день компания «Цимлянские вина» одна из немногих в России, которая производит игристые вина классическим способом шампанизации. То есть то самое известное цимлянское игристое сладкое, приготовленное старым казачьим способом. Именно на этот способ делается в названии акцент, так как его открыли еще древние донские казаки. В современном виде компания существует с 1961 года. То есть завод, который он есть в современном виде. Естественно, год от года компания проводит реконструкцию, усовершенствует производственные процессы. Но, тем не менее, продолжая опять-таки славные традиции, наращивает площади возделываемых виноградников. На сегодняшний день эта площадь составляет чуть менее 1000 гектар. И по результатам переработки сезона виноделия 2010 года компания переработала более 4000 тонн винограда. Это было собственное сырье, а также виноград, закупаемый в других хозяйствах. Что еще можно сказать? То есть исторически, как мы видим, имеются славные традиции, имеется процесс совершенствования на сегодняшний день, соответственно, развиваются новые проекты. Один из традиционно так уж получилось, что на протяжении десятилетий компания была производителем игристых вин, но успешно за последний уже 4-й год развивается проект тихих вин, то есть не игристых. Далее, 2-й год активно развивается проект коньяки. И буквально события давности октября 2010 года наша линейка классических игристых пополнилась еще одной замечательной позицией. Это экстра брют розовая «Букет Победы». То есть теперь у нас стало 3 продукта, которые производятся классическим способом. Это та самая славная и знаменитая казачка, то есть цимлянская игристая, приготовленная старым казачьим способом, белый брют «Онегин» и розовый экстра брют «Букет Победы». А скажите, какое именно шампанское любил Пушкин? Он часто упоминает цимлянское. Которые несут уже между жарким и блан-манже. Приготовленное старым казачьим способом. То есть это было игристое сладкое. Это то самое, которое прославляемое Пушкиным и которое на сегодняшний момент наши виноделы сумели сохранить в традиции, но предоставить в таком стильном современном виде. Перед вами. И то, о чем я говорил, дополняя линейку классических игристых вин, это «Онегин» брют белое и «Букет Победы» розовый экстра брют. Это 3 позиции, это то, что мы производим классическим способом шампанизации. Григорий Григорьевич, вы знаете, шампанское – это неотъемлемый атрибут каких-то гусарских кутежей. Бесспорно. Вы можете припомнить какой-то забавный случай, связанный именно с цимлянским шампанским? Если сравнивать в современном виде гусарские поединки, можно сравнить со спортивными турнирами. Сейчас Евгения нет,
вот разговаривает, он напомнил, просто без всякой рекламы российские хоккеисты, вот недавно была победа над НХЛ, если не ошибаюсь, вот они праздновали свою победу знаменитым Цимлянским. Это было показано в эфире, за кадром, скажем так, ну, в смысле, после окончания турнира. Честно говоря, мы об этом сами не знали. То есть можно просто сказать, что вот продолжая эти славные гусарские традиции, люди любят, уважают и почитают славные цимлянские игристые вина. Хоккеисты просто факт. переняли эстафету. Да. Вместо шашки клюшка. Да, совершенно верно. А вы знаете, где можно приобрести продукцию вашего завода? Если говорить о Москве и Московской области, мы на сегодняшний день представлены через наших дистрибьюторов во всех крупных федеральных сетях. Метро, Кэш-энд-Кэрри, Ашан, далее X5 Retail Group, то есть магазины Перекресток. Сейчас ведутся переговоры о поставках именно в сеть Пятерочка. Ну и далее, я же говорю, практически Ароматный мир. Во всех крупных значимых сетях мы представлены. Ну, естественно, с тем или иным ассортиментным набором. Это уж зависит от выбора самой сети непосредственно, потому что широкий ассортимент, как вы знаете, места на полках ограничены, и весь ассортимент представить крайне сложно. А будет какой-то флагманский магазин открыт? Ну, открыт флагманский магазин на сегодняшний день в городе Ростове-на-Дону. Это фирменный магазин цимлянских вин. Да, проект будет продолжаться, и пока об этом говорить рано, ну, точнее, говорить о дате и сроках. Но то, что бесспорно мы будем развивать свою фирменную сеть розничной торговли, это абсолютно точно. Вы знаете, Григорий Григорьевич, одна из основных проблем – это то, что в магазинах очень много подделки. Как отличить настоящее вино от поддельного? Вы знаете, честно говоря, вот я слышу об этом много, часто, но мне не приходилось сталкиваться, вот будучи конечным потребителем, покупателем. Вот. Дело в том, что сейчас наше славное законодательство таким образом все эти меры, связанные с контролем и качеством алкогольной продукции, настолько год от года ужесточает, что мне даже трудно себе представить, чтобы, допустим, уважающий себя ритейлер, либо даже оператор розничной торговли мог пойти на такой риск, чтобы, допустим, в целях какой-то определенной там своей дополнительной маржинальности мог предложить и выставить на полку неоригинальный продукт. Вот, честно говоря, я с этим никогда не сталкивался. Поэтому теоретически я считаю, что на сегодняшний день это крайне сложно. Скорее всего, теневой рынок существует, он существует, это факт. Вот, но он каким-то образом связан не с уважающими себя операторами. То есть это происходит как-то по-другому. Вот, поэтому прежде всего наличие оригинальной упаковки, наличие специальной марки на каждой бутылке, вот, наличие документов, сертификат происхождения, удостоверение качества у оператора, это является подтверждением происхождения товара, потому что в оригинальном товаре, естественно, в документах на оригинальный товар отражены обязательно все данные о партии товара, закладке, я говорю о винной продукции, например, вот, дате производства и так далее. То есть практически это предельно просто отличить, запросив документы. Оператор обязан это предоставить. Поэтому сказать, что вот теневой рынок процветает, и мы можем столкнуться с этим в каком-нибудь крупном магазине, я в это слабо верю. Вот я лично никогда с этим не сталкивался. Опытным путем, скажем так, экспериментируя и рассматривая товар на полках, я не встречал поддельного товара, или который не внушал бы мне доверия. То есть, скорее всего, все-таки законодательные меры действуют, имеют место на сегодняшний день. Тем более, что не за горами тот период, когда в следующем году, все об этом знают, опять-таки законодательными актами будет проводиться очередное перелицензирование, так как лицензирование 2006 года заканчивается именно по срокам. Вот. Ни для кого не секрет, что опять-таки меры будут ужесточаться как для производителей, так и для крупных оптовиков, так и для традиционной розницы или там крупных ритейлеров. Поэтому в этом плане законодательство еще будет жестче и жестче год от года создавать такие мероприятия, чтобы все-таки защищать легальных производителей. Я считаю, в этом плане есть за последние годы ряд существенных положительных перемен. Поэтому вот качественный товар оригинальный на полках
это как раз-таки результат того, что законодательство не напрасно предпринимает все эти меры. Очень досадно, что наряду с этим, с борьбой с теневым рынком, зачастую ужесточаются меры и для, незаслуженно, и для законных производителей. То есть ограничивающие мероприятия, об этом говорить можно долго, очень много в интернете на этот счет информации, когда получение специальных марок вызывает огромную проблему и затягивается по срокам. Хотя процедура эта, в последние годы, когда отвечало ведомство за выдачу специальных марок ФНС России, таких проблем не было. С новой структурой этот факт налицо. Может быть, дополнительные мероприятия. Одним словом, я, честно говоря, не знаю природу происхождения этих мероприятий, но это факт. Поэтому, может быть, это действенные мероприятия, может быть, перестраховочные, трудно сказать. В открытую об этом никто не говорит. Но то, что страдают от этого легальные производители, это тоже факт. Остается только пожелать потребителю не стесняться, подходить в магазине, требовать сертификат и насладиться тем вином. Требовать? Можно и запрашивать. Можно запрашивать, но в любом случае, если у вас какие-то сомнения возникают, нужно все-таки удостовериться, потому что в наличии специальной марки и документов. И тогда вы сможете насладиться вкусом, который любил Пушкин и которому 225 лет в этом году, так? Да, в этом году будет отмечаться создание бренда и эта славная дата 225 лет. Спасибо. Мы вам желаем удачи и всего хорошего. Спасибо огромное.